Всем добрый день, дорогие подписчики! Сегодня мы говорим о переломе надколенника с операцией либо без операции. В этом ролике я вам покажу самое первое упражнение, которое мы начинаем делать для того, чтобы начинать сгибать колено. Итак, у нас действует схема 2, 2 и 2 при переломе надколенника, то есть 2 недели пациент находится без движения, иммобилизация полное колено. Затем это через 2 недели сгибания на 30 градусов и еще через 2 недели сгибания на 60 градусов. И затем уже снимаются полностью все ограничения. Какие схемы, протоколы работают в вашей стране, конечно же, я не знаю, но у нас в Канаде пациент начинает сгибать колено через 2 недели при данной травме. Итак, самое первое упражнение, которое рекомендуется при данной травме, чтобы согнуть колено, да, мы берем пояс, шарф, в общем, все что угодно, полотенце. Предположим, вот это у нас нога после перелома, да. Вот, берем вот так вот полотенце, и при помощи полотенца мы пытаемся начинать чуть-чуть сгибать наше колено. При этом представьте, что ваше колено находится полностью в расслабленном состоянии. Это так называемый пассивный этап, когда мы начинаем сгибать колено полностью на расслабленную ногу. То есть мышцы, они совсем никак не задействованы. Работают только ваши руки. Вот, да, берем и подтягиваем, пятка скользит по кровати, подтягиваем наше колено на 30 градусов. Ну да, это в первые 2 недели. Сколько это 30 градусов? Показываю вам, сколько это 30 градусов. Принесла сегодня гониометр. 30 градусов это вот такое сгибание. То есть, смотрите, вот наше колено, да, как мы измеряем. Устанавливаем гониометр на середину внешней части колена. Нижняя линейка у нас идет параллельно с вот этим мыщелком, то есть примерно, да, проецируем. Верхняя линейка у нас идет параллельно бедренной кости. Ну, здесь мне просто, потому что у меня здесь шов. Вот, да. 0 разгибания, да, и 30 градусов сгибания, это получается примерно, вот, мои 30 градусов. 30 градусов, и это у нас ровно 1 кулак под коленом. Смотрите, если я ставлю 1 кулак под колено, да, вы можете тоже так сделать, то это получается ровно 30 градусов. То есть ровно вот настолько нам можно согнуть наше колено через 2 недели после иммобилизации нашего колена, да, при переломе надколенника. Соответственно, если у вас действуют другие протоколы, значит, вы начинаете сгибание после такого количества недель, которое вам было рекомендовано. Вот такое самое первое упражнение я вам предлагаю. С него мы начинаем и постепенно, да, увеличиваем сложность упражнений, и потом уже нужно подбирать другие упражнения. Но это упражнение, это самое первое, самое дежурное упражнение в случае перелома надколенника. Все, надеюсь, что ролик был вам полезен. Да, по параметрам мы делаем это упражнение 2 раза в день, ну, естественно, в комплексе с другими упражнениями, но 2 раза в день, 10 повторений, да, когда мы подтягиваем, держим, задерживаемся на 5 секунд. Да, повторяем 10 раз. Все, надеюсь, ролик будет вам полезен. До следующих роликов. Всем пока-пока.